Привет, дорогие друзья, гости канала Ева Оракл, с вами Ева. И сегодня мы на колоде Everyday Witch посмотрим, что он думает о вас, что скрывает. Мне пришла такая тема, что нужно посмотреть. Буквально вот в потоке я собиралась уже переключаться на другие дела, остановилась, села, поняла, что просто в этом моменте, на этой колоде я должна записать вам, что мужчина, потому что это про отношения, сегодня все про отношения, что мужчина скрывает от вас, какие у него смыслы, что у него там внутри происходит, а чего вы не знаете, что он думает о вас. Давайте посмотрим, загадайте два варианта, как обычно, и посмотрим. Так, ну что, единички, сейчас я к вам настроюсь, посмотрю на вас. Ну да, я так и думала. На самом деле мужчина скрывает все эмоции. То есть он вам показывает одно, на самом деле он чувствует другое. То есть он вообще не склонен, знаете, вот есть мужчины, которым легко дается разговор, проработка эмоций, проговаривание ситуаций, что-то все это обсуждать, выносить и так далее. А есть мужчины, для которых это очень-очень-очень сложно. Вот, ну так, ветер в глаза. Сейчас даже буду плакать, видите, вот сразу вот эта карта была, где она там была, да, и даже, видите, так села, что вот здесь как ветер через меня проходит, прям до слез, потому что у человека, у единичек, вот ваш мужчина, он сдерживает все эмоции, у него накапливаются, у него слезы, и вы даже можете не догадываться от того, какая у него на самом деле буря эмоций внутри. Он с вами делится, наверное, только 10-й частью того, что у него происходит. Поэтому тут вам самой решать, что вам с этим делать. Это не от того, что он как-то закрывается, прячется от вас. Возможно, в ваших отношениях у кого-то, я вот смотрю, есть несколько вариантов, есть у одних как будто бы нарушено немножечко доверие. То есть как будто бы в этом диалоге тебя могут раскритиковать, тебя могут не услышать, что-то может пойти, то есть проблема с доверием. Второе, вот сразу ветер подул, абсолютно, вот я прям чувствую вот это холод, такое доверие есть, проблема с доверием. И еще есть нюанс, что просто это не вошло в привычку в ваших отношениях. То есть если вы как бы всегда общались по легкости, а тут вы такая захотели глубины, и чтобы он выкладывал вам все, что у него на душе, но это потребуется время, понимаете? И действительно такая глубокая работа над этим. Вот. Healing Waters. Сегодня все время эта карта выходит. И я объясню почему. Потому что healing for the heart. Возможно, он привык как бы быть таким сильным в отношениях и брать на себя удар, и понимает, что вы не выдержите нагрузку его эмоций. И вот это он от вас скрывает. То есть он пытается как бы с одной стороны вас беречь, но таким образом он как бы вроде как вас бережет, но он разрывает эту связь между вами. Поэтому, возможно, вам где-то нужно перестать немножечко как бы инфантильной, да, и самой пройти через какой-то процесс исцеления. Вот. Посмотрите на это соединение карт. Возможно, вам самой нужно пройти какое-то исцеление. И вам перестать перекладывать на него абсолютно все. Потому что вы перекладываете на него все свои нагрузки, и он боится поделиться чем-то с вами. Поэтому соедините какой-то баланс, то есть это он однозначно от вас скрывает. Вы, может быть, об этом догадываетесь, но не представляете просто масштаб происходящего. Насколько на самом деле для него это тяжело. Вот это он как бы скрывает. Вот, поэтому, да, grounding and center, то есть вам нужно, вам такой совет от карт, вам однозначно нужно, как бы, знаете, вот найти какой-то свой внутренний центр. И вот из этой позиции силы, из позиции, что мы партнеры, я готова услышать тебя, ты готова услышать меня, давай мы это обсудим, мы поговорим. Или, возможно, это как-то в более легкой эти диалоги, если у вас нету привычки там вести какие-то глубокие такие задушевные беседы, да, то есть найдите формат, в котором это могло бы быть. Вот, такие разговоры там, между каких-то дел, между каких-то там приятных прогулок, за чашкой кофе, в постели, как угодно. То есть, ну, это должен быть какой-то формат, где вы сможете говорить по душам. Seasonal Harvest. Вот, видите? Это уже следующая карта, это следующая уже тема, что он от вас скрывает. Я думаю, что, скорее всего, финансовые есть какие-то нюансы. Я думаю, что с финансами у него вроде как он делает картинку, что у него все хорошо,
Но есть моменты, скажем так, о которых вы не знаете, вы не догадываетесь. И поэтому вы как бы стоите, так наблюдаете, как он там что-то работает, собирает, и вы не подозреваете, да, вот это он от вас скрывает. И он, соответственно, думает, что вы такая беспомощная, вы не сможете совсем ничего без него. Возможно, пришло время вам немножечко, знаете, скажем так, тоже показать свои зубки, тоже научиться, не знаю, если вы нету у вас хорошего дохода, научиться зарабатывать, если у вас нету какого-то своего дела, хобби, этим увлечься, чтобы он увидел, что у вас тоже есть какая-то почва, и на самом деле я вижу, что здесь мужчина готов заботиться о вас, и он хочет заботиться о вас, но вы немножко в этой своей беспомощности и инфантильности, вы, скажем так, это может немножко подрывать ваши отношения, разрушать, он от вас скрывает, что ему это не нравится. Вот, отчасти, потому что я вижу, что он как бы это делает и с удовольствием, и наслаждается и как бы этим процессом, но есть нюансы, когда он, да, когда на самом деле его это напрягает. Его однозначно это напрягает, и он пытается как бы с этим смириться, но, то есть тема финансов и вообще достатка, она стоит. Вот. Давайте посмотрим, что еще он скрывает от вас, потому что я вижу, что мужчина, он готов идти глубоко, до определенной глубины. Вот вы это чувствуете, что вот у него есть какая-то глубина тем, глубина в отношениях, да, то есть она есть, но она определенная, есть какой-то лимит. И вы вот чувствуете, что вы уже на этом лимите, и он, и вы. Вот. И, соответственно, эту глубину отношений нужно здесь уже развивать, если оба готовы идти глубже. Вот. Независимо от того, вы в браке давно или вы только недавно в отношениях, но, в общем, такие тенденции есть. Что еще он от вас скрывает? Я думаю, что он скрывает от вас большое желание отдохнуть, и, возможно, в одиночестве. То есть, возможно, вы проводите очень много вместе время. Сейчас я с потока еще посмотрю, потому что мужчина хотел бы проводить время один побольше. И, может быть, не только в женской компании, не только в вашей, не только с кошечками, но еще и с другими ребятами. Поэтому пересмотрите, посмотрите, чтобы это не разрушало ваши отношения, потому что человек явно вынашивает мысли, как бы так куда-нибудь слинять, чем-нибудь другим заняться. И это в хорошем смысле, то есть это, я уверена, что человек, ну, как бы к вам привязан, он вас любит, и даже вот я смотрю, у кого начальные отношения, то человек как бы вроде как бы шаг боится сделать, он как бы делает шаг, но он боится, а вдруг это мне чем-то будет опасно, вдруг я сильно в этом завязну. Тот, кто уже в браке, он уже как бы, знаете, думает, куда бы в свой уголок забиться, чтобы, да, куда-нибудь пойти прогуляться с друзьями. Вот, transformation и change, да, потому что хочется каких-то перемен, хочется какого-то действия, хочется там какого-то компания, то есть чтобы любовь сохранилась, но хочется иметь возможность чем-то другим заниматься. Вот, поэтому такая вот штука у единичек. Давайте посмотрим вам какой-то совет, учитывая, что есть какие-то такие скрытые моменты. Что вам посоветуют карты? Давайте вытащим. Follow your dreams. Еще одну карту вытащим. А вам совет, что вам нужно иметь свои цели, свои занятия, свой доход, свои интересы. И видите, вот здесь два котика, прям вот он прям отражается, прям смотрит только на него. То есть не зацикливаться на мужчине, иметь какие-то свои интересы, свои желания и свои наслаждения. То есть вот так, как он хочет наслаждаться. На самом деле вы тоже подсознательно хотите наслаждаться, но для вас, для многих отношения это как бы за забором, такая тюрьма. Поэтому вот именно этот момент, сейчас вот так вот карты не отражаются, пересмотрите. Угу. Пересмотрите этот момент, и в отношениях реально станет все гораздо лучше. Да, plant seeds. Дальше поехали. Двоечки. Что ваш мужчина скрывает от вас? Какая интересная тема. Какие у вас интересные мужчины. У всех разные, но тенденции есть какие-то общие. Я смотрю. У двоечек. Мужчины, у которых есть склонность к, знаете, к таким
эмоциональным всплескам, иногда к агрессивным эмоциям, то есть они могут быть вспыльчивыми. Вот. Да, meditation и deep dig, да, то есть у них на самом деле внутри зарыты такие скелеты, у них такие эмоции, которые вы можете узнавать только в редкие моменты их вспыльчивости, ярости, злости или каких-то слов. То есть все держится настолько глубоко внутри, что вы даже вот это он скрывает, то, что у него есть какие-то свои глубинные эмоции, которые он не умеет выражать. И это именно вот такие вот агрессивные какие-то черты. То есть если вы начинаете с этим человеком отношения, ну как бы посмотрите, потестите в разных ситуациях, насколько вы можете выдерживать этот накал страстей. Да, и научитесь держать свой баланс. То есть если вам такой человек в жизнь пришел, значит, вы не умеете держать этот баланс, и вы очень сильно подвержены его вспышкам, вот, его переменам настроения. Что он еще скрывает? Ну, он скрывает то, что на самом деле в душе, у него куча обязательств, но он хочет жить гораздо более расслабленную жизнь, нежели, возможно, вы того хотели бы в паре, или ну, он реально, он как бы немножко вот этой агрессии, я смотрю, то есть у вас может быть высокие требования, высокие ожидания от него, и финансовые, и моральные, и эмоциональные, то есть у него есть как бы большая подавленная, скажем так, агрессия, недовольство от того, что ему приходится делать больше, чем он хотел бы, как-то так. Вот как-то так, вот, да, что ему приходится нести вас на себе, такое вот бремя отчасти. То есть у него такие мысли есть. Вот. То есть это, конечно, подпитывает его эго, поэтому он готов вкладываться, готов делать, и независимо в начале отношений или уже долго, много лет в браке, но внутри там, как говорится, собака порылась. Там есть как бы что зарыто, что там в глубине подсознания, однозначно там есть моменты. Дальше. Что еще ваш дорогой мужчина от вас скрывает, чего вы не знаете? Ну, вы не знаете каких-то его интересов и желаний, я смотрю. Не знаю, что карта скажет. Ну да. У него есть какие-то, может быть, желания куда-то поехать, что-то изменить в своей жизни. Вообще какой-то другой он видит свою жизнь. И хотелось бы как-то, может быть, что-то поменять. Но он очень этого хочет. Но мне кажется, видите, вы такой испуганный котик, он боится, что вы за ним не пойдете в эту сторону. Поэтому это он однозначно от вас скрывает масштаб своей личности, свои истинные желания и свои истинные потребности, там, куда он хочет пойти. Поэтому вот это вот вам нужно иметь в виду, пересмотреть это в отношениях. И вам такой совет, наверное, из потока, что присмотритесь, вы, может быть, человека давно знаете, но не так хорошо. Или, может, вам нужно обновить с ним разговоры, посмотреть, а что, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь, куда мы вместе идем. Потому что вы испуганы, вы вообще, вас его направление не устраивает. Потому что вам-то хочется жить вот как-то так, а у него есть потребность к переменам, к каким-то действиям, какой-то динамике, понимаете? Вот это он однозначно от вас скрывает, и вы даже не догадываетесь, насколько. Да, дальше давайте смотреть. Да. Ну, я думаю, что он еще скрывает отчасти свое какое-то внутреннее одиночество. То есть он переживает внутренние такие моменты. У него, я думаю, что этот человек непростой. Он проживал в жизни очень сложные периоды. Периоды, когда ему никто не мог помочь, когда он оставался один на один со своими проблемами. И meditation for clarity. То есть у него тут эта карта, просто я ее по-другому вижу, да, чем тут написано. Она на самом деле о том, что у него еще осталось, у него еще в душе осадка очень много. И у него есть очень много еще эмоций, не проработанных, не выраженных, не, скажем так, не высказанных, не пролитых слез. И он еще до сих пор в них туда оглядывается. Видите, как в отражение туда смотрит. Но он, по сути, он в этом один. Он, по сути, в этом один, и, возможно, это сфера отношений, которую вам нужно проработать, чтобы
в ваших отношениях, и вы, партнер, не чувствовали себя одинокими. Вот. Поэтому вот у двоечек вам такой момент, что он на самом деле скрывает свои какие-то старые травмы, свои старые истории. И это означает, что нужно лезть человеку под кожу, но понаблюдайте, посмотрите, возможно, вы чего-то не замечаете, и вы могли бы разбавить человеку это одиночество и действительно ему помочь. Да. Ветер пошел, да, однозначно так и есть. Да, listening to wisdom. То есть поговорите с ним, послушайте, умейте слушать. Не только вы человек, он тоже человек, который проживает эту жизнь, получает травмы. То есть он скрывает от вас свои какие-то слабые стороны, темные стороны. Вот. Так, ну что, двоечки, давайте посмотрим второй вариант. Что еще? Для двоечек, что еще он от вас скрывает? Давайте посмотрим. Опять эта карта Listening to Wisdom, но она немножко здесь по-другому идет. Тут еще связано с финансами. У него есть переживания и тревоги о финансах. И он, возможно, сейчас в меняющейся этой ситуации мира, видите, у него росточек только такой еще небольшой. Вот. А котик там перебирает, а котику там что-то нужно. В целом я смотрю, что у него, конечно, тревоги за финансы, у многих мужчин это есть фоново так или иначе, но здесь штука в том, что почему это от вас скрывается, да, почему вы об этом не знаете, что именно, да, то есть от вас скрывается, потому что если он это проявит, поскольку у него такая вот личность, такой характер, то это какая-то как слабость, поэтому он... Да, я смотрю, что он как бы пытается держать вот эту вот марку, да, пытается спрятать, он пытается спрятать все вот эти вот, скажем так, может быть, какие-то неудачи, что что-то где-то не складывается. Он пытается от вас это на самом деле скрыть. Вот. Да, это интересно. И на самом деле learn from life, да. И почему он это скрывает? Потому что вы, возможно, немножко такая ветреная, вы хотите все по легкости, а у него, может быть, так не получается, ему приходится прикладывать большие усилия, чтобы что-то заработать, что-то получить. И вот он, чтобы не получить какое-то ваше разочарование, я вот вижу, что он скрывает свои истинные, скажем так, финансовые положения дел, возможно, там в бизнесе, в работе, свои какие-то мысли, свои, может быть, страхи даже. Там был ворон, свои страхи, да, он скрывает, он вам показывает картинку успешного успеха со слезами на глазах, но он пытается держать марку. Но на самом деле в реальности он даже, может быть, что-то попивать. У него желание, настолько сильный стресс. Вот, то есть чаша неиспитых эмоций на эту тему, да, вот я чувствую, что 100% это так, поэтому сейчас экономические непростые времена для всего мира, политически многие разные события происходят, поэтому или, возможно, вам стоит пересмотреть как-то семейный бюджет, если вы семья, или если, ну, вот я смотрю, просто совет, более разумно относиться и бережно к тому, что приносится в ваш дом, потому что у вас есть такая легкость, расточительность. Я вот смотрю, что у девушек есть такая потребность. Да. Ну, вы хотите, чтобы все было по легкости, так это все магическим способом, но на самом деле в мужском мире не всегда все так происходит, все немножко иначе. Вот, поэтому вот такие вещи мужчины ваши скрывают от вас, которые вы не догадываетесь. Как видите, ничего плохого такого вот сегодня мне не пришло. В основном это какие-то такие вещи, знаете, глубокие, эмоциональные, какие-то вот именно такие бытовые в отношениях. Ну и вот эта карта снова выходит. Ну, совет, что если вы будете, понимаете, работать над этими моментами, не будете скрывать, то все будет. То есть у вас будет и любовь, и отношения, и гармония, если вы будете понимать, что если человек что-то от вас скрывает, скорее всего, он боится вам открыться, довериться. Вы будете с этим работать, и все у вас будет хорошо. С вами была Ева, вы на канале Ева Оракл. Пишите в комментариях первый, второй вариант, а может быть оба варианта и какие-то отдельные моменты. Мне это очень важно. Каждый комментарий продвигает это видео, продвигает этот канал. Канал молодой.
Хотя я много лет занимаюсь, работаю с людьми, я экстрасенс, мастер рейки, индиго. Если вам нужна индивидуальная консультация, она у меня проходит или созвоном, или аудиосообщениями, или я могу для вас записать такое же видео, которое я записываю на канал. Буду рада вас видеть, в своих подписчиках. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк. Увидимся на следующих встречах.